Ну вот, мы опять с вами встретились. Еще раз всем доброе утро. Девочки, я что обещала, да, я стараюсь свои обещания выполнять. Вот, я вам обещала рассказать про лопух, я рассказала, да, на мукбанге. Ну, как бы не всегда получается, понимаете, выполнять обещания. Но все равно стараюсь, девчонки, стараюсь. Ну, бывает, что вот, например, обещаю стрим и не делаю стрим, да, вот. Есть за мной такой грех, поэтому я тоже еще раз прошу извинения. Ну, сами понимаете, жизнь такая она. Суета и сует, девочки, вот честно скажу. Я одна, а мир большой, жизнь кипит, бьет ключом. Вот, и знаете, я и баба, я и бык, я еще там кто-то и мужик, да? И надо все успеть, девчонки, понимаете? Все, вот все. Вот даже бойлер, да, сломался. Видите, пришлось мне мастера искать. А как мне его искать? Я выкладывала объявление. Нашла я его по объявлению, да, отремонтировала. Но если бы не я, ну кто бы мне, блядь, пришел бы домой? Кто бы узнал, что у меня бойлер сломанный? Понимаете? Ну вот так всю жизнь. Я всю жизнь как белка в колесе. Все на моих плечах женских, хрупких. Кто-то написал мне, я не помню кто, там в комментариях, что по поводу моего сына, да, что я сама виновата. Значит, это, ну, я сама виновата в смысле, да, что я что-то не так в жизни сделала. Значит, ну, то бишь, просто вот озвучу вам, да, как, ну, своими словами, как я это поняла. Ну, значит, по-простому, я плохая мать. Я плохая мать, там, типа, никудышная мать, да. Вот, значит, поэтому мой сын отвернулся от меня. Во-первых, я вам одно могу сказать, ответить на такие комментарии, да, чтобы вы... Я удалила этот комментарий, потому что этот комментарий несет негатив, этот комментарий неправдивый, вот, и мне это он неприятный. Еще раз повторяюсь, что канал мой, вот, и, как бы сказать, это канал мой второй дом, да, это моя жизнь на моем канале, и мне неприятно вас читать, потому что это неправда. Потом говорят, вот, ты не любишь неправду, ты удаляешь. А какая нахуй это правда? Вы с чего это взяли, сделали такие выводы? Во-первых, мой сын, он от меня не отвернулся. У нас нормальные отношения, хорошие отношения между матерью и сыном, да? Он не вырос у меня маменькин сыночком. Вот. Он совершенно самостоятельный, самодостаточный, хорошо воспитанный. Нет у него высшего образования, но у него есть хорошие приобретенные профессии, которые он выбрал сам. Вот. И что я хочу по поводу воспитания сказать? Откуда вам знать, как я его растила? Я не знаю, как вы своих детей растите, да? Но я, в отличие от вас, вложила в своего сына все. Я вложила свою жизнь в него. Я вложила свое сердце в него. Я вложила в него свою душу. Я вложилась вся. В те времена, когда я родила своего сына, я его рожала без его отца. Сейчас пройдет дядечка. Вот идет, смотрите, с волком. А волк он кусачий. Собака кусается, да? Я боюсь ее. Вот, и для особо одаренных, я еще раз хочу повторить, да, я вырастила сына сама. Понимаете? Конечно, мне же помогала, участвовала в воспитании моего сына моя мама. Вот. Но большую часть жизни, да, воспитания вкладывала я в него. Я его растила, кормила, одевала, обувала, воспитывала. Вот. И что я сделала плохого? Он никогда не был у меня брошенный. Он никогда у меня не был голодный. Он у меня никогда не был ободранный. Он у меня ходил в школу, в садик, как стеклышко, одетый с ног до головы. Я сама себе не покупала, ничего не могла хорошего позволить, да? Потому что, я еще раз повторяюсь, жилось тяжело. Но все, что у меня было, я все отдавала сыну. Он у меня всегда был одетый, и я обутый с иголочки. Никогда, чтобы, блядь,
у меня, у ребенка не было рубашек, костюма, да, школьного, чтобы не было спортивного костюма, кроссовок. Да не было такого никогда. У него всегда были костюмы, двоечки, троечки, да, белые, несколько рубашек было на смену. Вот, спортивные костюмы были, да. Он у меня очень чистоплотный. Он никогда в жизни не придет с пятном на брюках. Я брюки от костюма стирала 2 раза в год. Пиджак я вообще не стирала, девочки. Рубашки, естественно, я стирала раз в неделю. Вот, белоснежные у него были рубашки. Почему такие выводы, блядь, обо мне? У меня смотрят с моего Мариинского посада люди, да. Может быть, и смотрят преподаватели наши, которые учили меня в школе, и которые учили моего сына. Как я могу врать? Люди все еще живые, как практически, ну, может быть, не все, да кто-то умер, но люди-то знают меня здесь. Вот. Я не была лишена родительских прав. Если бы я такая была бы плохая мать, меня бы могли бы лишить родительских прав. Так что не надо мне говорить того, что нет. И я, конечно же, такие комментарии буду удалять, и не буду я их оставлять у себя на канале. А зачем вы мне нужны с такими комментариями? Я не то, что удаляю комментарии, я прям просто заношу сразу таких людей в черный список. И я знаю, что этот человек не подписан на мой канал. Если идет негативный комментарий, я уже проверяла это. Я заношу в черный список человека и сразу проверяю, да, убавился ли подписчик? Нет. Нет, не убавился, блядь. Значит, это уже не первый случай. Он и не был в моих подписчиках. Он просто сделал свой высор, блядь. Он там что-то надумал, блядь. Какую-то хуйню мне написал. А вы жили? Вообще проживали мою жизнь? Вы знаете, как мы жили вообще, блядь? Я сама не съем, я сыну отдавала. Тебе обидно, что к тебе у сына снаха, эта девушка не зашла. Конечно, обидно. А как мне не может быть обидно? Да, я признаю, что мне обидно. Потому что я мать своего сына. Она не соизволила подняться с ним. А как вы думаете, а мне, блядь, не должно быть обидно? Мало того, что она его прибрала к своим рукам, как говорится, он же мне тоже нелегко давался, мой сын. Я хорошего, замечательного сына вырастила. Был бы он плохой, она бы его не перебирала бы к себе к рукам. Она не соизволила, она, значит, правильно бы там кто-то написал, что она не уважает ни его, ни меня. Она должна была подняться. Она мне там с машины помахала «привет». И все. А подняться не судьба, что, ноги отсохнут, что ли? Блядь, нихуя себе обидно, блядь. Еще как обидно. Какая-то машина, девочки, посмотрите, какая машина стоит. А это не одна машина. Я думала, вообще лимузин стоит. Я думаю, как сюда спустился лимузин, блядь. Девчонки, там кто-то купается. Или рыбачит. Я думала, лимузин стоит, а тут 2 машины стоят. Видите? Люди приехали. Видите, какая там трава везде, девочки? Видите? Вот тут и должно быть чистое место. Блядь, я хотела резиновые одеть шлепанцы, одела, нахуя я одела босоножки, дура старая, блядь. А хотела одеть шлепанцы, чтобы зайти в воду. Потому что тут камушки. На центральном пляже на дне камней нету. Там один песок. О, какая вмятина. Вот видите, девочки? Вон там везде трава. Видите, вдоль берега. Вот здесь только немножко чисто. Ну, можно окунуться, если... И тут вот, видите, везде трава. Центральный пляж вон там. Короче, за бугром. Ой, блядь. Чё я эти не одела, шлепанцы? И босоножки все, блядь, испачкала в пыли в какой-то, блядь. Я вообще не знаю. Ну, дурная, чё вы. Вот спешила, все спешила, девочки. Посмотрите, девочки, правда. Вода не цветет. Она уже перецвела, видимо. Вот такая, девчонки, у нас красота. Вот там ребята рыбачат. Молодые мальчишки. Нет, она цветет, конечно, но не так сильно цветет. Можно окунуться, наверное, да? А может, я не буду купаться? Нет, девчонки, она зеленая. Сука, народ, блядь, люди моргослепые, девочки. Я не буду купаться. Не буду я. Посмотрите. Нахуй. Вода, говорит, чистая. Посмотрите, что. Ну, где она чистая? Видите? На фидер рыбачит.
На фидер рыбачат удочки. Фидер, девочки, такие с кормушками есть. Посмотрите в интернете, кому интересно, кто не знает. Хорошие удочки, кстати. Я тоже хочу давно такую купить. Времени нет на рыбалку ходить, девчонки. Куплю как-нибудь, пойдем на рыбалку когда-нибудь под старость лет. Девочки, посмотрите, какая вода зеленая. Ничего она не перецвела. Я не буду, девочки, купаться. Ну хуя это мне надо. Я лучше пойду в душ приму лишний раз дома. Ничего она не просветлела. Болото болотом. Вот как заходить? Посмотрите, одна зелень там. Как я буду заходить, блядь? А на той стороне, вот там вот, посмотрите, Румтум показываю по Волге, да? Мы плыли, значит, отсюда, вот так туда на лодке, потом туда плыли, за тот остров завернули, и по той стороне мы плыли, потом назад вернулись, и оттуда мы, короче, назад вернулись с вами. И, девчонки, пошлите отсюда, в пизду носом. Не хочу я, и время тратить не буду, и, короче, в этом болоте я купаться не буду. Я пришла, проверила. Вот все же, какие люди гнилые и вруны, девочки, хочу сказать. Как это все нехорошо, блядь, а? Зачем врать? Вчера спросила, мы идем купаться. Ну, они пошли купаться, да? Я говорю, вода же там зеленая. Нет, вода чистая. Сейчас мужик идет, вода чистая. Блядь, что, сука, моргослепые такие, блядь? У них что со зрением, блядь, вообще? Где она чистая? Я даже ноги туда не буду заходить ногами. Ну ладно, прогулялась. Мне сейчас надо в ремонт сумок зайти, где женщина ремонтирует мне сумку. Я там оставила, надо забрать. Давно уже 2-я неделя пошла, не могу забрать. И водичку забыла взять с собой. Пить же хочу. Ну ладно. Вот так вот. Вот, девочки, везде у нас такие холмы. Ну, прогулка такая вообще полезная. Для суставов ног, для сосудов. Фу. Пока еще не так сильно жарко. Горох у меня там я выключила. Он же разваривается. Фу. Сейчас приду. Пойду сумку заберу. Натру морковку. Приду домой. Лучок, перчик порежу. Поставлю тушить в сковородке для супа. Покажу вам, какие ингредиенты. Девочки, суп безумно вкусно готовлю. Фу, блядь. И тесто поставлю. Фу. От Рухана кровь из носа надо сегодня сделать. Ой. Вот так вот, пиздякайся в эту гору. С горы хорошо идти, а в гору-то не очень. Вот так вот. Так что я вам все разжевала, да, по поводу своего сына. И не надо мне навыдумывать и брать с ниоткуда свои мысли и изливать их у меня в комментариях. Вот. Как говорится, вы сначала оденьте мою обувь и пройдите в мою жизнь. Прежде чем писать всякие гадости мне. Фу. Я с сыном ходила в школу, ходила на занятия, сидела по 5-6 уроков за одной партой. А вы со своими детьми ходили вообще? Вы, наверное, даже не знаете, как преподаватели их зовут, блядь. Не то, что вы ходили. Я по несколько дней ходила в неделю. Знаете вы, как я растила своего ребенка, блядь. Хуели, блядь. Нарожают, многие люди нарожают, блядь. Одного-то не могут воспитать. А нарожают, как щенят, блядь. И только живут за счет помощи государства. Пьянствуют. Знают они многое, блядь, в жизни. Я Владушку хорошо растила. Если ему жаловаться, это большой грех будет на его жизнь. В армию пошел. Сколько посылок высылали. За весь год где-то 4-5 раз по 8-10 тысяч тратили на посылки. И все говорила: Владка. А он такой добрый. Я говорю, ты корми всех там, ребят, угощай. Он говорит, вам, конечно, говорит, мы все друг дружкой делимся. У ребят тоже посылки. А есть такие ребята, говорит, в армии, что
Ни посылки, ничего не высылают. Ой, блядь, жара, сука. Я говорю, все равно надо угощать. Он говорит, конечно. Он говорит, мам, 15-20 минут, посылки нет. Вот так. Я говорю, ну ничего страшного. У меня сын очень добрый. Вот. Был, сейчас не знаю какой, блядь. Будет теперь. Вот так вот. Ничего, все изменится. Я думаю, я надеюсь, что будет все хорошо. Все встанет на свои места. Все перемелится. Вот. Все перемелится, родная. Все перемелится. А то, что неприятно, конечно, неприятно. Блядь. Кому будет приятно? Любой матери будет неприятно. Матери только будет безразлично той, которая вообще как кукушка. Ничего не делала для своего дитя. Не растила, не занималась ни воспитанием, ничем. Ой, ой, блядь, жара. Вы посмотрите, какая гора. Это какой-то пиздец. Какой склон. Фу. Еще солнце пекет. Я сейчас приду, прям в купальнике, короче, залежу под душ, под холодный. И прямо буду в купальнике дома, короче, это ходить. Ну, чтобы в охлажденке быть. Фу, блядь. Угу. И готовить. Потому что там будет духовка, плита. Картошку надо еще жарить. Там будет вообще жара. Ой. Пить хочу, блядь. Хочу, знаете, что? Покупала вчера, что ли? Позавчера ли? Миринду холодную с холодильника. Пару раз или 3 раза покупала. Девочки, какая она вкусная. Я знаю, что это красители одни, да? Но она такая газированная. И в такую жару такая вкусная, блядь. Еще надо компот сегодня сварить. Компот весь выпила. Фу. Вот. Ой. Зайду в магазин, наверное, миринды надо купить. Пить хочу. Все во рту пересохло. Фу. Теку, посмотрите, как. О, не знаю, видно, не знаю, нет. Струйный, короче, оргазм называется. На моем фейсе. Представляете? Фу, прошлась, блядь. Схуднешь так, с такими похождениями. Ну, блядь, пиздарванки. Ну, как не говорить матово? Эти пиздарванки, блядь, занимаются наебаловкой, да? Если бы они не сказали, что чистая вода, я бы время тратить не стала ходить на Волгу. Я бы сейчас уже морковку с луком жарила. Ой, блядь. Ну что за народ, а? Я вообще не понимаю. Какой испытывать кайф? Врать. Вода чистая. А я говорю, я никогда после цветения не ходила. Она будет цвести, наверное, до самой зимы теперь. Чего не свистит? Вот так, девчонки. Фу. Короче, я вас загружаю. Да? Мы прогулялись. Показала я вам все. Пойду я. Сумку надо забрать. И в домике встретимся. Окей? Вы согласны со мной? Или нет? Попить надо купить. Миринда. Миринда! Бля, пить хочу, блядь, пиздец какой-то. Пиздец какой-то. Вот это последние дни, вот этой жары. Быстрее бы они закончились. Ага. Как будто в бане, представляете, побывала. Посмотрите, что творится. Блядь. Я вообще не представляю, как люди живут в жарких странах. У нас 30 градусов, да, с утра, и уже все. Это все пиздец. Как я сходила туда-сюда. Вы знаете, как у меня ноги в каком напряжении? Мышцы. Мне хочется холодка. Вот в теньке прям балдею. И пить хочу. Миринда! Я даже сегодня губы не красила. А думаю, нахуй надо, блядь.
Что на Волгу я буду губы красить? А вы меня хоть с губами, блядь, любите, хоть с накрашенными, хоть не с накрашенными. Правильно? А то накрасят губы, блядь, Курбанова. Сядет, блядь. Вчера я мукбанк посмотрела, это пиздец. Накрасила свои, короче, вафли. Она всегда красит их перед едой, блядь. А ну хуя красить губы перед едой, блядь. Чтобы потом сожрать помаду. Я вообще не понимаю смысл. Села, наложила, блядь. Вы пишете, что у меня большие порции. Какие у меня большие порции? Вы что, обалдели, что ли, девочки? Это, вот я вам говорю, увеличивать сильно камера. Вы просто не знаете, вы не блогеры, вы не знаете, как увеличивать сильно камера. Увеличивает камера человека, увеличивает камера все, что вы видите, понимаете, по веб-камере. На самом деле, не такая она и большая. Там 2-3 ложки. Вот. Вы просто не знаете этого. А вот у Курбановой действительно там тазами положила, короче, пюре. Чуть ли не с килограмм. Большой стейк. И салат, блядь. А сколько салату положила? Это на целую семью можно накормить. Это вдвоем можно поесть. Вот это пюре и мясо было с этим. У нас такая порция, вот как у Курбановой. Мы кушаем на двоих. И кушать, и кушать. Здрасте. Бог помощь. Спасибо. Работаем. Да, да. Надо убирать, да. Вот. Ест, конечно, она ест не в себя. Вот, видимо, да, у человека, я считаю так, которые люди едят так не в себя, не в обиду, конечно, будет сказано, да, но эти люди, видимо, в детстве, тяжелое было детство. Я так это понимаю. Это, значит, было тяжелое детство, блядь, да, вот эти, типа, деревянные игрушки, да, и, не, короче, голодные были они. Угу. А сейчас она как бы состоявшаяся, да? И она решила себя уже в среднем возрасте ни в чем себе не отказывать. Но это неправильно. Это неправильно, девочки. Ест, блядь, с аппетитом ест. Ее люди хвалят. Но это же все, блядь, но... Я не знаю. Все разжирело, все растолстело, блядь. Ну просто баба гром, блядь. Еще и шея, голова ушла в плечи. Ну, людям очень нравится. Я не знаю, блядь, как это людям может нравиться. Я не говорю, что надо быть худой. Ну, блядь. И такой нельзя быть. И жрать так нельзя. Понимаете? Жара, девчонки. Я вот позавтракала, да? Вы там не завтракаете. Вот у меня плотный завтрак. Я люблю плотно завтракать. Потому что я целый день в делах. Я целый день в работе. Потом я в 5 часов, ближе к 6, я ем еще, ужинаю, да? Вчера я поела суп. Оставался рыбий с консервов. Порцию. Кусок черного хлеба съела с хреном, да? Все. Все, девочки. Больше я ничего не ела. Это за целый день. Вот так вот. Где я много обжираюсь, блядь. В 5 часов у меня был ужин. Дальше 5:30 я поела. И все, и легла я спать. Где-то в 11 часу. Это нормально. Фу, блядь. Ну и сухарики да, с компотом попила. Или с какао, я уж не помню. С какао, наверное. Ой, блядь. Короче, жара пиздец. Сейчас пойду я за сумкой. Возьму сумку. Зайду в магаз, куплю я маринда. Шипучая, если там есть, конечно. И все. Никак не могу с вами распрощаться, видите? Жара, бля. Мне бы сейчас и душ. Вот прямо вот здесь такой. И ветерок, кстати, обдувает, но жарко очень. Ну все, девочки, я вас загружаю. Я не прощаюсь, я говорю, что только до свидания.